they got headache, they got pain, yes. Значит, возникает боль, да. But what happens? Но что еще происходит? Расширение капилляр. Capillary dilation. What? Dilation of the capillaries. Yes, but what does the person do? Да, но человек что делает? Как ведет себя человек? They have to go, they have to lie down, Человек quiet, должен лечь в dark. тишине, в темноте. right? So they are escaping into this dark, quiet place. То есть человек пытается спрятаться в темном, тихом месте. You understand? Понимаете ли? Right? Now, and migraine is always heart meridian, Это всегда меридиан сердца, мигрень. anger. Злость. And the migraine stops them doing the anger. It stops with anger. Stops them doing the anger. И мигрень прекращается тогда, когда злость выплескивается наружу. So they want to kill, Не хотят убить буквально. but instead, oh, they're in bed so sick. Но вместо этого ложатся в постели, им так плохо. Much anger. Это злость, это большое количество злости. Heart meridian. Меридиан сердца. So if we examine somebody, they will test, I want to get migraine. Если протестировать этого человека, реакция будет: я хочу, чтобы у меня была мигрень. And it will be heart meridian, Меридиан anger. сердца, злость. So this particular woman, Это конкретная женщина. it started when her father was having anal sex with her when she was 8 years old. Заболела тогда, когда ее отец вступил с ней в анальный половой контакт, когда ей было 8 лет. And the only way she could stop was in the end she told the priest. Единственное, что она могла сделать, это в конце концов поговорить со священником. But the anger was her anger at him for what he was doing to her. Но постоянно жила со злостью на отца за то, что он с ней сделал. Where she felt she had to submit. She had no power. То есть у нее не было силы сопротивляться, она должна была подчиниться. Yeah? Понимаете? So, then she marries this man, Потом она выходит замуж. and every time he was acting like she thought her father was acting, she would get migraine. И каждый раз, когда ей казалось, что он ведет себя так, как вел себя ее отец, у нее начинались мигрени. I don't mean anal sex. Я не имею в виду анальный секс. But if he said, we're going to go on a holiday, Но если достаточно было ему сказать: так, мы едем в отпуск, migraine. тут же мигрень. Because he is the boss, he is telling her what to do. Потому что он решает, что делать, и он ей приказывает. And her response is, В ответ мгновенная злость. but she mustn't be angry because she's a good girl. Но сердиться она не должна, потому что девочка она хорошая. So instead of releasing the anger, Вместо того, чтобы выпустить эту злость наружу, she goes into a prison. она отправляется в заключение, в темноту, в тишину. 2-3 days at a time. По 2-3 дня находится в таком состоянии. Does that ring a bell with you? Зазвонил звоночек, напомнил вам это о чем-то? Да. Right. Now, so Простите, вопрос у вас был. Это перенесение по Фрейду, да? This is Это перенесение по Фрейду. what we mean in Freud's theory, this kind of transmission or whatever. Перенос. No. Нет. no, Нет. no. It's a particular type of anger. Это конкретный тип злости. It's what we call castration. Castration? Yeah. То, что мы называем кастрацией. Because your power is taken away from you. Потому что, кажется, у вас забирается ваша сила. You know, she doesn't want her father shoving his penis up her anus, but she has no power. Она не хотела, чтобы отец не вступал в анальный контакт, но силы сопротивляться у нее не было. Right? The same thing. When her husband said, we're going to go on a holiday, she thought she had no power. То же самое. Муж ей говорит, что нужно ехать в отпуск, и она чувствует, что она не в силах сопротивляться его желаниям. And you can think of ways in which institutions do this to individuals.
То есть можно представить себе любые ситуации, когда, так сказать, учреждения ведут себя так по отношению к конкретным людям. You will do this because I say so. Будешь делать так, потому что я так сказал. And this can benefit. И это может развивать ситуацию дальше. All right? So, it's heart meridian. Это меридиан сердца. The herb for that Трава для этого. is hops. Ой, попс, не знаю, что такое по-английски. What is the Latin name? Да, что это? What is the Latin name for it? I'm sorry, I don't know the word. Hops is what they make beer. Надежда. А, подождите, пиво из чего делают? Из ячменя? Хмель. Ячмень другой слово, правильно. So, many years ago, I had a woman with migraine. У меня много лет назад у меня была женщина с мигренями. I only saw her once. Once, yeah. Одна была у меня один раз только. And I said, you should have some hops. Я сказала, что вот нужен хмель. But there were none. Но не There было. was none around. Поблизости нигде было взять. So I said, have some beer. Я сказала, возьмите пиво. And she said, thank you, doctor. Она сказала, спасибо, доктор. Then her doctor called me up and said, don't you know she's an alcoholic? Позвонил мне ее врач, сказал, ты что, не в курсе, что она алкоголичка? Потому что она лечилась раньше, поэтому знала. She was, thank you, doctor, thank you, Она doctor. меня так благодарила, спасибо, доктор, спасибо, доктор. А мне тоже есть такая пациентка все время пиво просит. Честно, голова болит мигрень, я все время пью пиво. So, Really has the patient who always drinks beer when she gets headaches. yes, that's probably, yes, it's, but some beer is not made from hops. Но дело в том, что не каждое пиво приготовляется с хмелем. Нет, она хорошее пиво просит, именно с хмелем. No, she drinks only good beer. Well, I don't know about good beer here. Good beer in America doesn't have much hops. It's another story. Но хорошее пиво это тоже большой вопрос, потому что в Америке хорошее пиво еще не факт, что там хмель. So, I've seen many people with migraine, Я видел очень многих пациентов с мигренями, and always you look for this escape. и всегда присутствует схема отторжения и желания избежать чего-либо. And here they are lying in bed in the dark room, unable to move, Человек лежит в темной комнате, не способен к движению, no noise, nothing. не должно быть ни света, ни шума, ничего. So they have escaped. То есть человек прячется. And now they can't do what they want to do, which is get angry. Они не могут делать то, что они хотят делать, а это злость. Yeah. You see? And then they just have to wait until the anger gets reduced Им приходится ждать, пока злость не уменьшится, and the desire to escape is less. пока не станет меньшим желание исчезнуть, избежать чего-либо. Then they come out and they wait for the next episode. Вот тогда человек выходит, так сказать, из тьмы и ждет следующего приступа. So instead they take a drug. So they have a drug or medicine, or they have physical treatment. То есть не всегда люди принимают какие-то лекарства, порой проходит только физическое лечение. Which can correct the attack, the episode. Можно скорректировать конкретный приступ, отдельный эпизод. But you have to deal with the underneath anger Но надо работать не с проявлениями, а с лежащими в основе явлениями. So, with migraine, it's who do you want to attack При мигрени нужно спросить себя, против and кого направлена злость, так сказать, who must you escape from. на кого направлена эта злость и контакты с кем ты бы хотел избежать. And what I see in most cases, В большинстве случаев я наблюдаю вот что. so you say to the woman, when you have the migraine and you're lying in bed, do you want your husband to come and comfort you? Спрашиваю женщину, вот когда у вас развивается мигрень, вы лежите одна там, в темной комнате, есть желание, чтобы муж пришел и сказать, вас пожалел? And the answer is usually no, Обычно она говорит нет. because he's the one she's trying to escape from. Потому что, по сути, именно так сказать, его она и хочет избежать. But not always, but Не usually. всегда, конечно, но часто. Okay, so does that solve migraine? Ну, решили мы вопрос мигрени. But it's a sense of castration.
It's То есть это ощущение кастрации. it's a double problem Это двойная проблема, because двойственная. you feel castrated, which causes the migraine, И ты чувствуешь себя, так сказать, лишенным силы. Это вызывает мигрень. then the migraine itself causes more castration because you can't do anything. Сама мигрень вызывает еще более сильное ощущение лишения силы, лишения кастрации, лишения силы или кастрации. I been working with man and wife. Я работал с мужчиной и его женой. He gets hypertension У него гипертензия. and he's had a stent. Yeah, what do you call it? Стентирование прошло, нет? From angina. Yeah. У него было ортокоронарное шунтирование. And she has very bad migraine. А у нее жуткие мигрени. A day, a week or so. День в неделю обязательно. And we'll talk about this later. But she has one of the worst startle reflexes I've ever seen. Но the primitive reflex. Yeah. Но у нее сохранился один из примитивных рефлексов, причем в такой сильной форме, которую я никогда раньше не видела. We talked about this last time, didn't Мы we? говорили о примитивных Startle рефлексах, нет, в reflex? прошлый раз? Нет. Alexa, come here. Moral reflex? Yeah, Morrow and other reflexes. Yeah, but Рефлекс Моро и другие Morrow and рефлексы. related reflexes. Шарик, пух. РПС, да, вы говорили. Я учил немного. Yeah. So let's just do this. There's a startle reflex. That's a startle reflex. Нет, ну, рефлекс, нет, это рефлекс, как правильно по-русски он называется, не испуга, а как? Паралича при испуге. Здесь еще как паралича при страхе. Короче, рефлекс страха, паралича при страхе, как угодно. Есть просто по-разному называются эти I was facing примитивные wrong рефлексы. direction. Столбняк. Подождите, поставила его неправильно. Столбняк называется. There's a startle reflex. You need a good neurologist. Невролог вам хороший нужен. So, and of course, her startle reflex makes all of this worse. То есть сохранение рефлекса паралича при испуге делает ситуацию еще более серьезной. So, eventually, they get divorced. Пара развелась. Eventually, they get divorced, and his blood pressure goes down. Давление у него нормализовалось. He's feeling better, Он чувствует себя лучше. and she has nearly no migraine, А у нее практически не стало мигрений. except За исключением каких случаев? when her mother calls her on the telephone. За исключением тех случаев, когда мама звонит ей по телефону. And now she realizes the person she really wants to escape is not the husband, but the mother. И тут она начинает понимать, что на самом деле убежать она хотела не от мужа, а от мамы. Okay? So, any more questions about migraine? Есть еще вопросы по мигрени? Fascinating problem. Удивительнейшая проблема. Because it's this double thing. You escape Потому что здесь and двойственная escape. ситуация. It's fascinating. So, and you mentioned... Избегаешь и не избегаешь одновременно. And he had... Yeah. Алло. Анатолий, ваш вопрос, который вы задавали вчера, это, так сказать, приватно вы хотели, или это можно обсудить при группе? Можно обсудить. Проблема и других людей есть. Может быть, вы озвучите тогда? So what if he... You were saying that somebody said, I wish cancer on you. Yeah, means I wish it on То есть you. фактически то, что вам когда-то сказали, прозвучало как, ну, кажется, пожелание, чтобы вы заболели. Yeah, so. Я в то время не знаю, как это было желание или нет, но, наверное, вот получился такой момент, что это было как раз в то время, да, точка вот отсчета, что я эту проблему принял на себя и несу ее с 2000 года. Это было, когда я проходил учебу первый раз по прикладной кинезиологии на Кузнецке. Спасибо, он больше недостаточно ему важно понять, что с этой проблемой так и... Yeah, okay. I want here's, remember, can you make him stop talking? Может быть, вы заставите его не разговаривать? That's your job. Это ваша обязанность теперь. Now,
Надо это принять как есть. This, Just accept it, keep him talking, that's it. oh, I know. Я знаю. This, when the person gets the illness, Когда человек заболевает, you see, right now the person can think he is healthy, вот, допустим, сейчас человек думает, что он здоров. but then he starts to feel tired, he feels Потом this, он he feels начинает that, чувствовать себя усталым, там одно, другое присоединяется. and now he goes to the doctor, И вдруг он идет к врачу. and the doctor makes a diagnosis, Врач ставит диагноз. and now all of this gets worse, И все ухудшается. because now he has to escape not only from life, Потому что теперь он должен, так сказать, убежать не только от самой жизни, let's say from his wife, his mother, ну там от мамы, от жены, то есть в этом смысле от жизни. but also he's being programmed into this negativity Но его by еще the doctor. и врач, поставив диагноз, запрограммировал на определенный негатив. And it's one of the hard, he's now trying to escape from the doctor. И теперь он пытается еще избежать и врача. So he wants the illness, he wants the diagnosis, То есть, с одной стороны, он хочет этой болезни, он хочет диагноза, but the doctor makes it so bad for him, he wants to escape even more. но врач настолько ухудшил ситуацию, что он хочет избежать его еще с большей силой. Right? I think this is in the book, it's called Folding the Tent. Yes, it's in the book. Мне кажется, это есть в книге. Я сама не читала методичку, не знаю, как там переведено. Но это, кажется, складывание палатки. Вот дословно, я не знаю, надо посмотреть в методичке, как там озвучено. So the typical thing you find Вот типично то, что вы обнаруживаете в таких случаях, is the patient will test то пациент на тестирование that I am programmed to die. даст реакцию на фразу, то есть подтвердит фразу «я запрограммирован на смерть». Of such an illness, На смерть от такого-то заболевания. on such a date. В такой-то день. And that he'll have picked up unconsciously from the doctor. Это он берет от врача подсознательно. Now the date doesn't ever, it's not ever true. Конечно, это нереальная дата, она не имеет ничего общего с действительностью. And it's usually like an anniversary or a birth date or something Как like that. правило, это дата рождения или дата какого-то события, какая-то годовщина. So if the patient has got, say, heart pains, Допустим, у человека возникают боли в сердце. from most doctors he will come back, even after the first visit, and test, I am programmed to die of a heart attack on such and such a К day. какому бы врачу он ни пошел, даже если это единичный визит, то после этого визита обязательно будет давать реакцию фраза «я запрограммирован на смерть тогда-то и тогда-то от сердечного приступа». The doctor hasn't exactly said that at all, Ведь врач никогда такого не произносит. but that's what they pick up. Но это подсознание And then вычленяет. it starts working on their unconscious. И тогда в подсознании эта мысль начинает крутиться. So the first thing you have to do with a patient with a serious illness, Если человек серьезно болен, то в первую очередь you have to test them for every specialist that they've seen. вы должны его протестировать, так сказать, после каждого специалиста, к которому он ходил. То есть по поводу каждого его визита. Because nearly all of them put this negativity Потому into что the каждый patient. пациент при каждом визите буквально вселяет в пациента эту негативность. Then you say, well, if he's putting this negativity into you, why do you keep going back to him? И потом скажите, если он вселяет в вас такой негатив, что вы к нему без конца ходите? Because he is encouraging the escape that they want. Потому что, кажется, врач поддерживает то желание избежать кого-то или чего-то, чего сам пациент хочет. You understand? So in a way, that's what this man is saying. То есть фактически это то, что говорит Анатолий. That somebody has got to him, got into him, То есть, кажется, кто-то навязал вам что-то, and given this negative programming. навязал негативное программирование. But this happens every patient you have with heart trouble, cancer, diabetes, and so forth. Это происходит, так сказать, с каждым пациентом, при каждом фактически посещении, неважно, какой диагноз вам поставили. This is what unconsciously the doctors are constantly transmitting to the patient.
именно это неосознанно врачи передают своим пациентам. Okay, does that? So, what I do, I write. Give me a name. Give me the names of all the specialists that you've seen with your illness. Я говорю пациентам, напишите мне имена всех врачей, которых вы посетили по поводу этого заболевания. Okay, come here. So, what doctors have you seen the last year or two? How many? Сколько врачей вы посетили, специалистов, в последний год-два? За последний год-два я посетил специалистов человек 20. About 20. Серьезно, это сервис. Сервис. I serious, yes. So just give me the name of one doctor. Назовите одного врача хотя бы. Имя. The name. Профессор из Ленинграда. Okay, so, Имя. He doesn't pronounce the name. He says a professor from St. Petersburg. okay. So the professor from St. Petersburg wants me to be healthy. Теперь произнесите фразу. Профессор из Петербурга хочет, чтобы я был здоров. Профессор из Петербурга хочет, чтобы я был здоров. Next one. Следующего. Профессор из Москвы. Профессор из Москвы хочет, чтобы я был здоров. Next. Профессор из Краснодара. Профессор из Краснодара хочет, чтобы я был здоров. And so on. И так далее. And all of these have to be like, what's the word? Exorcised. А все это должно быть буквально отброшено. You understand? Понимаете? So I get a list. What specialists have you seen with this illness? Write them all down and we test them То all. есть я говорю пациентам, напишите список всех специалистов, которых вы посетили по поводу своего заболевания. И мы тестируем каждого. Okay? Now, Спасибо. okay, now, who was the first one you said? What? Let me just start. Who was the first one you saw? Он хочет сначала первого. The first doctor, it was the professor from St. Petersburg. Да, да. Первый заведующий офтальмологическим отделением, когда у меня была проблема. You want the name or... Their name, yeah. Имя, можете назвать? Да, могу. Называйте. Сейчас, могу. Well, the one that he mentioned some name, didn't he? No, he just says professor. Валерий. Okay. So, Professor Valeri wants me to die. Профессор Валерий хочет, чтобы я умер. Профессор Валерий хочет, чтобы я умер. I want to go back to see Professor Valeri again. Я снова хочу пойти на прием к профессору Валерию. Я снова хочу пойти на прием к профессору Валерию. Иди. Как раз то, что он говорил, перебей. He says just go. He says just go. You see, this is what has happened to medicine. This is what's happened to doctors. They're Вот not что doctors произошло с anymore. медициной, вот что произошло с врачами. Врачи врачами быть перестали. Последним я его смотрела здесь. Давайте посмотрим. Татьяна was the last who examined him here. Вы его тоже Чего за вчера? Татьяна. Хочешь, чтобы я был здоров? Сейчас. Татьяна Николаевна хочет, чтобы я был здоров. Of course. Конечно. Да не ручки, ножки надо целовать, господи. The first thing is get a list of the patients, doctors, and do that test. То есть сначала узнаете, у кого был пациент, и выполните этот тест. But then see if they still go to the doctor. А потом посмотрите, продолжает пациент ходить к этому врачу или нет. He's calling the doctor now. Уже врачу звоните? Ну вот хочет ли он ко мне пойти еще раз? Вот, наверное, не хочет. But does he want to come to her again? Okay, yes, a good question. Хороший вопрос. Я хочу пойти к Татьяне Николаевне на прием второй раз. И еще. Because только Даймонд. Because he Because he wants to escape. Потому что он хочет избежать. Избежать здоровья. Escape health. Yeah, to escape health. Избежать здоровья. And so he will choose a doctor that's going to
go along with that. И поэтому к ней он больше не пойдет, а он выберет того врача, который будет поддерживать его в этом состоянии. And if Tanya says, there's nothing I can do to help you, А вот если Татьяна Николаевна скажет, ничего не могу для тебя сделать, then he'll want to go back to вот her. тогда он обязательно к ней придет снова. Что интересно, что сознательно и как раз наоборот. So it's a proof of how good he thinks you are. Это доказательство того, как хорошо он о вас думает. You understand? Понимаете? Поняла. Так я просился к ней еще в прошлом году на прием. не попал. Я не взяла But его. he's saying, strangely enough, but consciously, he would Yes. like to be treated by her. But it's the unconscious that rules our behavior, Мы not же the говорили, conscious. что нашим поведением управляет подсознательное. Поэтому сознательное желание пойти к вам на прием не имеет ничего общего с реальной ситуацией подсознания. This is the conscious, this is the unconscious. Сознание очень малый процент, остальное все подсознание. You understand? Понимаете? So then, if you were a smoker, Если вы курите, we'd have to say, what, why, who do you want to escape? мы тоже должны спросить, кого вы хотите или чего вы хотите избежать, создавая такую ситуацию. Это вы посмотрите. Okay, so go through with the patients, get them to write out a list То есть of попросите all the пациента specialists написать список всех специалистов and test. и протестируйте. А если курит, то кого писать? What if he smokes? Then whom is he If the supposed doctor to put on the smokes. list? No. Not the doctor. If let's say he smokes, Yeah. and it means that he's trying to escape from something, Yeah. then whom or what he should put on the list to test. You mean himself? Да? Yeah, of course. Себя в первую очередь. Do I answer the question? Or, you know what, let's say a patient smokes, Yeah. but he hasn't been to any other doctor. Right. Would you like him to make a list of something in his life that he is trying Of to course. escape? Which is always, superficially, the wife, husband. То есть на поверхности это всегда, кажется, он сам и его супруга, если это мужчина. Superficially. Это на поверхности. Если не женат. If he is not married, Mother. мама. Okay. So now, let's talk about this from the other point of view. А теперь поговорим о том же, но с другой точки зрения. If I had my way, I would not deal with a cancer patient at all. Если бы у меня была такая возможность, я вообще не стал бы работать с раковыми пациентами. I would first, if I could, treat. Let's make it simple. Давайте вообще упростим The ситуацию. man has cancer, У мужчины рак. so I would first want to, if I could, work with not the patient but the wife. И если бы у меня была возможность, я бы не стала работать с ним в первую очередь. Я бы сначала поработал с его женой. Because, why don't you two come? Оба. Лиза, Саша, выходите. Okay. Suppose he tests that he wants to escape with cancer. Допустим, у него положительная реакция на фразу, что он хочет избежать чего-то с помощью рака. How is his wife going to test? Какая будет реакция у жены? Я хочу, чтобы у него уже был рак. I want him to have cancer. Yes, I want him. She's going to say, my escape is if he escapes with cancer. То есть она даст реакцию, ну, скажем, на фразу подобную, что я бы хотела избежать чего-то путем его избежания этой ситуации при помощи болезни. You see? So То есть, now, короче, хочу решить свою проблему посредством его болезни. Да. so now, Да. so now I am fighting his cancer and his desire for cancer Ну и что, я буду бороться, так сказать, с его желанием рака и с его раком. and her desire to escape from him by him having cancer. И надо бороться с ее желанием, так сказать, избежать каких-то иных ситуаций посредством его заболевания раком. I have no assistance. Где же помощь-то для меня в этой работе? Thank you. Все, спасибо. So,
I once was working with a woman whose brother was a very big surgeon. Я однажды работала с женщиной, брат, который был знаменитым хирургом. And he was married with young children. Он был женат, у него были дети, маленькие дети. And he had pancreatic cancer. Himself. Yes. И у него развился рак поджелудочной железы. And he knew he was going to die. Он знал, что он умрет. And wanted to die. И хотел умереть. And so we worked out a scheme with his sister, whom I knew, Мы работали по схеме с его сестрой, я ее знал. and his wife, who I didn't know. И с его женой, с которой я не был знаком. What could she do that he would accept? То есть, что бы она могла сделать, что он бы принял? Nothing unorthodox. He was classical surgeon. Он классический хирург и ничего ортодоксального. So there was a book that had just come out on the macrobiotic treatment of cancer. В то время вышла книжка по макробиотическому лечению рака. And he said, I'll have none of this crap, and he threw the book across the room. Ему дали книгу, он сказал, чушью это я заниматься не буду, и швырнул книгу в угол комнаты. But the wife and the sister had a sort of plan. Но сестра с его женой решили все-таки попробовать. They said, we're not going to do macrobiotics, Они сказали, нет, о макробиотике не может быть и речи. but we're going to eat Japanese food. Но почему бы не переключиться на японскую кухню? So they're having macrobiotic, but he thinking it's not macrobiotic. То есть фактически стали использовать макробиотику, но под другим, кажется, соусом. Because God forbid the macrobiotics won't help him. Потому что он решил, что как таковая макробиотика ему не поможет. And he wants to escape. Он хотел избежать. So, after about 3 months, Прошло порядка 3 месяцев. according to his colleagues at the hospital, he is getting better. Ему стало лучше, так сказать, по мнению коллег. And then the wife says, you know, we've been giving you macrobiotics. И потом жена раскрывает ему карты. So he refused to eat the Japanese food and died. Он отказывается от японской пищи и умирает. Why did she have to tell him? Зачем она должна была ему раскрывать Why? ситуацию? Зачем? Она хотела, чтобы он умер. Because she wanted him to die. In her case, for a very particular reason. В этом случае, так сказать, у нее была особенная причина, конкретная причина. She had a boyfriend. У нее был любовник. So her escape was to the boyfriend if he died. То есть она могла быть с любовником, если муж уйдет. All right. So I saw a man who was a very big actor. У меня был, например, великий актер. And the wife told the doctor, Жена сказала врачу, who was bringing the patient to me, который привел ко мне этого пациента, that his main problem was что основная проблема that his girlfriend had dumped him. состояла в том, что его отвергла его He любовница. was married, but he had this girlfriend and so forth. То есть он был женат, но любовница у него была. So I brought this up with the patient, Я стал говорить об этом с пациентом. but the wife was so upset А жена была так огорчена, that her confidence in telling the doctor had been betrayed. что я нарушил конфиденциальность нашего с ней разговора. So she said, you must never go back to Dr. Diamond, and he didn't. Она сказала ему, нечего больше ходить к доктору Даймонду, и он не пошел. And a few months later he was dead. Прошло пару месяцев, и он умер. Not that I could have saved his life, but I think I could have made it easier. Не думаю, что я действительно мог спасти его жизнь, но во всяком случае я мог значительно ее облегчить. I had a man who had secondaries in the liver, secondary cancer. У меня был пациент с метастазами в печени. And he comes, I see him once or twice, then he comes with his wife. Я наблюдал, видел его пару раз, потом он пришел со своей женой. And her lesbian lover. И с лесбиянкой, которая была у него в любовницах. And when I said,
all this nonsense should stop to get him well, Мы говорили о том, что всю эту чушь надо заканчивать, чтобы ему стало лучше. she gets upset and they leave. Она расстроилась, и они ушли. And about a month later he was dead. Через месяц он был мертв. So, Есть истории с хорошим концом. There's a story with a result. so what I'm saying is this. Вот что я хочу сказать. I know this is being over simple. Я знаю, что я избыточно упрощаю. But suppose that here's the man with cancer, Представьте, что вот здесь мужчина больной раком, and here's the wife. а здесь его жена. And her escape from him is to want him to die from cancer. Ее желание избежать его – это желание ему заболеть раком. Her escape is his escape. То есть ее попытка избежать – это его, это самоустранение посредством болезни. Вот так. So the first thing Зачем is, тогда кормить этой кухни 3 месяца? Уже Оно уже не поможет. тихо. Then in the previous case, why did she spend several months cooking Japanese food? He could have done nothing and just let him pass easier and quicker. Why to play the Там game? сестра еще была, не because забывайте. of his sister, Из-за сестры. who was pushing for him to get well. Потому что сестра хотела, чтобы он выздоровел. She never even spoke one word to me. Хотя она сама ни слова мне не сказала. Oh, here's a terrible case. There was a man who А вот was совершенно ужасный случай. he was a big writer on health. Великий писатель по вопросам здоровья. His wife had 20 admissions to the cancer hospital. Жена 20. Жена 20 раз поступала в клинику по поводу рака. And was extremely ill. Была страшно больным человеком. And not him, but her neighbour brought her to see me. И не он, а ее соседка привела ее ко мне на прием. And it was a very, very bad case. Very bad case. Случай был просто ужасный. But as I took the history, Но когда я собирала анамнез, I got a feeling about a particular homeopathic remedy. мне в голову пришел конкретный гомеопатический препарат. So I called up this old homeopath Я позвонил старому гомеопату, and I gave him my findings. рассказал ему о том, поделился своими мыслями. He said, this is a classical case of lycopodium. Он сказал, что это классический случай лейкоподии. Classical case. Классический He случай. said, although she's far gone, it's so classical, maybe she could be treated. Несмотря на то, что дело зашло уже так далеко, вполне может быть можно лечить. So I spoke to her, Я с ней поговорил. and I said, you know what, it's possible that this could work. This great doctor says it could work. И сказал ей, что, вы знаете, я разговаривал с хорошим специалистом, и он говорит, что это излечимо. But I said, first, Но сначала, сказал for a week, nux vomica. Nux vomica. Нукс вомика. Нуксвомика в течение первой недели. Just to clean all the drugs out of the body. Для того, чтобы вывести все нежелательное из тела. So I said, take the nux for a week, come back and see me in a week, I'll give you the special remedy. То есть я сказал, что вот неделю принимайте, а потом придете, я вам дам специальное лекарство. And a week, the husband calls and says, she can't come, I'm taking her back to the hospital. Через неделю позвонил муж и сказал, знаете, она на прием не придет, потому что я ее должен отвезти в больницу. So I don't want to argue. Я не стал спорить. I said, bring her here on the way to the hospital and I'll give her the remedy. Я сказала, заедьте ко мне по пути в больницу, я дам ей лекарство. Because I also wanted to test for it too. Конечно, сначала хотелось протестировать. Oh no, she's too sick. Ой, нет, вы знаете, она так больна. I couldn't drive the extra 20 И miles. потом мне нужно no. сделать крюк в 20 миль. And he takes her to the hospital. Он ее везет в больницу. She dies a week or two later. Она умирает спустя неделю или две. And then he marries the girlfriend he's had all the time. И потом он счастливо женится на своей любовнице, которая была у него на протяжении всего этого времени. So,
she was wanting to escape from him. То есть она пыталась избежать его, And he was determined to help her to escape. а он был абсолютно настроен на то, чтобы помочь ей избежать жизни. But let's go back. Husband has cancer. Ну давайте вернемся Wife к нашему случаю. У мужа рак, у жены нет. He wants to escape from her, Он хочет избежать ее, and her escape from him is for him to escape from her with cancer. а ее возможность, так сказать, избежать его, это создать условия, при которых он может избежать жизни посредством рака. Phew, we got there. Нет. Now, Молодцы мы. it should be easy to treat her because she doesn't have physical illness. Ведь легче было бы работать в этой ситуации с ней, потому что у нее нет физического заболевания. All right? But so she has to be two things. Но, так сказать, у нее должно быть два аспекта. She has to not want to escape from him, Она не должна хотеть избежать его, but she's also got to love him enough to want him to live. и она должна любить его достаточно для того, чтобы хотеть сохранить ему жизнь. Never happens. Никогда такого не бывает. Never. I'm not the Никогда. patient, he's the patient. Всегда разговор идет об одном и том же. Больная не я, а он. The man I told you about early today, he went to many oncologists. His wife never once went to the oncologist once with him or even without him. Я вам рассказывала о случае, когда онкологически больной ходил, так сказать, по врачам, и ни разу его жена не пошла не только вместе с ним, но и без него. Like she's saying, it's nothing to do with me, it's his illness. То есть, как будто всем своим видом хотела показать, Because- ко мне это не имеет никакого отношения, это его болезнь. Because all illness, especially cancer, is a family problem. Но любая болезнь, тем более рак, это всегда семейная проблема. Okay. Just the other day in London, I saw a woman, about 50, Вот как на днях у меня в Лондоне была женщина, порядка 50 лет, who says her husband is very depressed and is talking suicide. которая сказала о том, что муж в страшной депрессии и подумывает о самоубийстве. And he won't come and see me Он не хотел прийти ко мне на прием, or anybody. He won't come and see me не хотел пойти ни к кому because вообще, I am his friend. потому что, ну, кажется, я его друг. Well, what sort of a friend is that? Ну что это вообще за дружба? She said he won't see anybody. Она сказала, что он вообще ни к кому не пойдет. Now, I want to be realistic. Но я вообще хотела бы быть реалистом. How many women here are married? Поднимите руку замужние женщины, пожалуйста. How many have had sex? У кого были половые контакты? Сейчас у кого кем? Или вы когда? Had sex? Had sex? Список. Секса никогда не было? Никогда? Yeah. Нет. Так, ребята, ну что? Перевод, они не поняли перевод. Что перевод не будет? Женщине. Первый был вопрос. Was a simple Кто question. замужем? Was a Подняли simple руки. question. Да, Yes Второй or no? вопрос. У кого в жизни были половые контакты? Женщины? А дальше Все. Вопрос. Вопрос. Все женщины в аудитории, кто знает, что такое секс на практике, поднимите руку. What are you saying? Но они имеют в виду с мужем или со сторонними мужчинами. Так об этом не спрашивали, Петя. Об этом не спрашивали. Но они подозревают так, поэтому спрашивают. Я уже перевожу, понимаете? Как это? Вы портите мой профессиональный статус. Они хотят, женщины хотят спросить, контакты с мужем или с посторонними мужчинами? Вот в чем дело. Петя, ну ты Was a же не simple женщина. question. Так, вопросы. Как казахисты, как они любят копаться и выяснять нюансы. Ну вот я Вот не знаю. конкретный вопрос. Here is Аудитория насторожилась при слове секс, как в Советском Союзе. Отрицаю. here is the reason for the question. В СССР секса не было, так что не надо. Have you all finished? Мы все закончили дискуссию. Тихо. Вопрос возник не случайно. Next time we talk sex therapy, obviously. Сейчас будем говорить о секс-терапии, это совершенно очевидно. Yeah, okay. I had a female cat. Cat? Cat, yes. У меня кошка. This size? Melna's carcass. Yes? Melna's carcass. Yes.
a female cat, and Это по-латышски. and it comes into heat. Yes, it gets hot. You're excited. Comes into estrus. Так? Так. Кошка начинает постепенно возбуждаться. All of a sudden, these male cats, zoom, 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 they come from everywhere. И все, то есть коты мгновенно чувствуют, как только кошка приходит в необходимое расположение духа, коты тут как тут. See, men are like tomcats. Мужчины как коты. Very simple. Все очень просто. The woman puts out the smell, the man comes. Только женщина начинает распространять аромат, мужчина тут как тут. Men are very simple. Мужчины очень простые. So, but what do you find? The wife says, my diabetic husband insists on eating sugar. My heart disease husband insists on eating trans fats. Вы же знаете, когда жены говорят, что муж, у которого диабет, просто настаивает, требует сахара. Или муж, у которого сердечные приступы, настаивает, ему нужны трансжиры. I believe a wife can talk her husband into almost anything if she wants him to. А я считаю, что женщина может уговорить мужчину на что угодно, если только у нее есть желание к этому. Is that not true? Не правда ли это? Женщины киваем активно головами. Is that not true? No, it's wrong. Я сказала женщина. How would you know? Он нас спрашивает, а вы откуда знаете? So what you see is the sabotage. Like this То есть вы woman, наблюдаете саботаж. if this woman had really wants her husband not to suicide, Если женщина действительно не хочет, чтобы муж совершал самоубийство, of course she can get him to the doctor. Of course she can do this. If she really wants it. она, конечно, могла бы привести его к врачу, она могла бы, так сказать, заставить его сделать что угодно, если бы она действительно этого хотела. She just has to say, you don't do that, no sex. Достаточно сказать, ах, не пойдешь к врачу, никакого секса. Or whatever it may be. It's so simple, right? Все так просто. Yes? So simple? Yeah. So when this woman doesn't want her husband to see the doctor about the suicide, that's because her escape is for him to escape into suicide. То есть фактически, почему эта женщина не хотела, чтобы муж пошел к врачу и проконсультировался по поводу депрессии? Потому что она хотела избежать чего-то посредством его попытки избежать жизни посредством самоубийства. And if she can really make him embrace life, а вот если она помогла бы ему объять жизнь, then he will not have the suicide. Он бы не помышлял о самоубийстве. But if she wants him to escape, но если она хочет, чтобы он пытался избежать, and he wants to escape, и он поддерживает в себе это желание, so it cascades on. возникает каскад событий. Do you understand? Понимаете? And because she is not obviously sick, а поскольку, так сказать, она очевидно не больна, it should be easier to work with her than with the должно было patient. быть проще работать с ней, а не с самим пациентом. So with cancer, При раке there's two other approaches. Есть еще пара подходов, которые можно использовать. Apart from the patient. Помимо самого пациента. One is you work with the spouse. Во-первых, вы можете работать с супругой или супругом. To help the spouse not to, in this case herself, want to escape. Для того, чтобы супруг или супруга сами не желали такой ситуации. And the second thing is work with the whole family. И второй аспект – это работа со всей семьей. Because by this stage, the whole family is buying into escape. Потому что возникает ситуация, когда вся семья хочет, чтобы человек входил в настрой желания избежать чего-либо. In their unconscious, в своем подсознании. they have decided with him
вся семья решила, that he should escape. что именно он должен пытаться избежать сложившегося. Do you understand? So, Понятно это? Жертву I think выбирают. it's far, far Looking better. for a victim. Yes, Да, yes. действительно, выбирают жертву Well, they found the victim. и находят ее. But think of it more in terms of them needing him to escape so they don't have to escape. То есть подумайте об этом вот с такой точки зрения. Им нужна его жертва для того, чтобы не жертвовать самим. То есть Собой. So, самим собой, самими собой. so it means if you can work with the whole family, you have to get them all to want to embrace life. То есть если вы сумеете работать со всей семьей, значит вы должны заставить всю семью войти в желание объять всю жизнь. Let's stop there. Any questions? Теперь давайте поставим точку и зададим вопросы, если они есть. А обязательно ли, что вот как бы после, как бы, когда жертва это произошла, они все равно как бы начинают уже то же самое делать с собой? Семья имеется в виду. What do you think that, let's say, if the victim that family found for themselves, if he or she passes, if he dies, then the situation, let's say, reoccurs, It's no better. and they find another one, and It's no better. ситуация не улучшается даже со смертью. It's no better. Because that's... Тихо, ребята. Алло. Oh, just leave them, it's okay. Ну, пусть себе говорят. Just leave them, it's okay. Пусть So, говорят. so if, suppose the wife wants him to suicide, Ну, предположим, она хочет, чтобы он совершил самоубийство. and he does. Он совершает. That does not mean her escape is over. Но не значит, что ее, так сказать, бегство закончено. For many reasons. По многим причинам. Not the least reason being, it's never the husband that is the main person she wants to escape from. И одна, то есть в не меньшей степени причина состоит в том, что муж, кажется, просто, грубо говоря, попался под руку. То есть не его ухода она фактически хотела. But that we will talk about later. Но об этом мы поговорим позднее. But her escape doesn't stop with То the есть death ее of желание the patient. побежать не заканчивается со смертью пациента. Now, let's have a look at what we're talking about the wife. Мы говорим о жене. Let's have a look at what I call the wife in this situation. What you call the wife. Yeah, the word we use. А теперь давайте поговорим о том, что мы называем женой в этой ситуации. We call the wife, in this instance, the wife, the fellow traveller. Фактически это попутчик или попутчица. Okay? So, she goes along with it. She goes along. То есть она Okay, просто идет okay. вместе. You don't want to eat properly? Okay. You don't want to take you this? Не Okay. хочешь есть как следует? Хорошо. Не хочешь делать это? Хорошо. Like this woman said, I don't want to upset my husband by insisting he see a psychiatrist. Как, допустим, женщина говорит, не хочу расстраивать мужа, заставляя его пойти к психиатру. So she says, okay, I go along. I go. Хорошо, хорошо, вот давай так и пойдем дальше. But that's only half true. Но это только половина правды. Это наполовину правда. Because she really doesn't want him to do it. Потому что, по сути, она и не хочет, чтобы он все это делал. So she puts it in such a way То есть она все устраивает таким образом, that he tells her to stop. I will explain. didn't get the meaning, so can't translate so well. Thank you. So, I had a woman, for example, the husband is 40, he's already had triple bypass. Ну, давайте разберем пример, потому что я просто боюсь вас запутать предыдущей фразой. Значит, жена и муж, у мужа шунтирование. And he insists on living on fried fish and chips, whatever you call it. Он настаивает, что нужно есть, мне кажется, жареную рыбу с жареной картошкой. Но это лучший вариант, потому что по-английски это звучит fish and chips, это еще хуже. And
she every day is going down the road and buying this crap for him. Она каждый день идет через дорогу и там в лавчонке напротив покупает ему всю эту дрянь. Which she knows is killing him. Хотя она знает, что это его убивает. As he knows it's killing him. И он знает, что это ему не показано. And I said, well, why do you do it? Почему же ты это делаешь? And she says, if I don't do it, he calls me a nag. Ну, во всяком случае, она говорит, если я не буду этого делать, ну, он не поймет меня. Yeah? There's a Russian word for it? No. Ну, это все равно, вот, типа, все равно сделает это. Ну, не то, что все равно сделать, он к ней будет относиться, то есть он, ну, кажется, она же еще в ответ и получит. Ну, в общем, крайне останется. Да. So she says, stop eating crap, stop eating crap. He said, stop nagging, shut up, shut up. Она ему будет говорить, перестань есть всякую дрянь, а он ей будет говорить, так сказать, ну, перестань уже меня доставать, заткнись и все. Вот такая ситуация. Иди и купи. В лучшем случае, это в лучшем случае. But there's a way of getting him to eat it without nagging him. Но есть хороший способ заставить его есть то, что нужно, так сказать, без занудства, без того, чтобы его этим раздражать. So some of you who are married, Те из вас, кто состоит в браке, you know that you don't say, come on, let's have sex, come on, let's have sex, come on, let's have sex. знают, что нельзя говорить, так, пошли сексом заниматься, пошли. You're a little bit more cunning than that. Yeah? Нужно немножко так помягче. You dress a little bit different. Пообходительнее. И жесты меняются. You don't say, come on, come on, Не come говоришь так, on. пошли, давай уже. You don't nag. You know it doesn't work. То есть ты, ну, не настаиваешь в грубой форме, ты знаешь, что так ничего не получится. And it doesn't work for sex, and it doesn't work for food. То есть, и если это касается секса, то же самое касается и еды. So she nags, knowing that will make him not do it. То есть она нудит, зная, что он не сделает так, как она просит. You understand? So what seems like a simple man, here is this simple case, here is this man with cancer, with this and that, and it's a family situation. Видите, с одной стороны, так сказать, человек больной раком, и казалось бы, ничего особо сложного, а с другой стороны, вся семья, которая поддерживает эту ситуацию. Ну и типа исполняет свой долг. That's why. As if the family is doing what they're supposed to do. Понудить. Yes. Да. Any questions about this? Есть вопросы? Any naggers here? И Такие взаимоотношения – это результат личных взаимоотношений или внешних условий? Как это Do разбирается? you think such relations are, let's say, the results of personal relations, or they're the results of environmental relations and conditions? No, these are personal. This is personal. Нет, это все личное. You see. At some point, he wants to escape, В какой-то момент человек пытается избежать чего-то или кого-то, and at some point, she wants to escape. и она тоже в какой-то момент начинает этого желать. But her route is kill him, not kill herself. Но она старается убить его, чтобы не убивать себя. But his problem is solved because he's dead. Его проблема разрешается со смертью, Her problem goes on. а ее проблема сохраняется. You understand? Она никуда не уходит. So, can you see how important this concept of escape is? Понимаете, насколько важна концепция избежания? So it's a new idea for you, right? Новая эта идея для вас, да? По-другому. I don't mean in terms of your marriage. I mean in Я не terms of имею в виду practice. ваш брак. Нет. No, Татьяна saying probably not the idea is new, but the approach is new. Yeah. So just always look at it. Embrace or escape. Итак, либо объятие, либо активное отторжение. вопрос еще. А стоит ли вводить в заблуждение пациентов, как было в случае макробиотической пищи? Would you recommend somehow to lie to a patient, like in the case of macrobiotic food? To lie to a patient and say to him that you're doing something different if he doesn't want to do anything precise, lie to his microbiotic food. I don't understand. Would you recommend to behave like the wife and the sister of a man who was dying from cancer, giving him Japanese food, just trying to make the situation different so that he thinks Yes. he gets something different Yeah, well- instead of getting real treatment? You're right. You're right.
То есть Да. начинать Да. путь, да, путь начинать как бы. Just at least to start the process. Yes, but you're quite right. Why lie to the patient in the first place? То есть здесь встает вопрос, ложь для чего? But let me tell you how he got to the macrobiotic. Ну дайте я тогда расскажу уже, когда шла речь до макробиотической пищи. In, До макробиотиков. in Philadelphia, В Филадельфии there was a Dr. Satellaro был доктор Сателларо, не знаю, who was diagnosed as inoperable cancer. Who was diagnosed as inoperable cancer. доктор himself, Yes. которому поставили рак, но рак операбельный. And one night he's driving the car Однажды он едет на машине and he picks up two hitchhikers. И подбирает двоих на дороге. And they say to him, "You look so depressed. What's wrong with you?" Спрашивает, вы в такой депрессии? Yeah. Они его спрашивают, такое ощущение, что у вас депрессия, что вдруг? And he says, "I've got cancer. I'm dying." Он говорит, у меня рак, я умираю. And they said to him, "Why don't you eat macrobiotic food like we eat?" Они ему говорят, почему вы не есть макробиотическую пищу, как мы едим. Which he did, and he cured his cancer. Он принял это на вооружение и вылечился от рака. And he wrote a book on it. Написал про это книгу. And it was that book that we gave the wife Именно эту книгу мы to дали жене того человека, который умирал от рака. So, what happened when he read this book? I don't know whether just the cancer was treated, И я, честно говоря, не знаю, тут трудно сказать, либо просто рак был излечен, which is good, of course, и это уже хорошо само по себе, or whether the escape was also treated, which is much better. или, что еще лучше, так сказать, его лишили желания избежать ситуации. One day, I'm at the courthouse near where I live, В один день я был в суде неподалеку от того места, где живу. and there's a man outside the courthouse to go in to see the judge. Другой человек на подходе к суду для того, чтобы повидаться с судьей. And he has an electric vibrator up to his neck. So someone does it. He has. No, he has. A man. Himself? Yeah, a little thing. И он держит электровибратор возле шеи, Because he's had throat cancer, потому что у него рак горла, and now they put this vibrator here and he can talk. Yes? и этот вибратор позволяет ему говорить. You know what I'm talking about? Знаете, о чем речь идет?